Пожалуй, ни одна страна не может похвастаться такой богатой автомобильной культурой, как Америка. За более чем вековую историю в новом свете изобрели, казалось бы, все. От лоурайдеров до монстр-траков. От гонок по овальным трассам до ралли-рейдов, где машины с немыслимыми ходами подвески штурмуют песчаные дюны на заднем приводе. От рок-краулинга до дрэгстеров класса Top Fuel, разгоняющихся за 3 секунды до скорости в 500 км в час. Если сказать, что янки способны вокруг любого транспортного средства создать целую индустрию со своими правилами, тенденциями и рынком, то это совершенно не станет преувеличением. И даже в таком, казалось бы, скучном сегменте, как грузоперевозки, тоже имеются свои культовые герои. Один из них – легендарный Kenworth W900. Эта модель выпускается с 1961 года по сей день. Естественно, не без изменений, ибо в сфере коммерческого транспорта на богатой истории и легендарном статусе как ни крути далеко не уедешь. Конкуренты сожрут. W900 невероятно популярен в Штатах и как заурядная рабочая лошадь, и как площадка для всевозможных проектов. От сверхмощных тягачей для такой дисциплины, как Big Rig Pulling, до сумасшедших кастомов, где лампочек больше, чем на новогодней елке на Таймс-сквер, а размеру спальника позавидует иная квартира. Для более глубокого погружения в тему предлагаю начать с истории компании Kenworth, ведь до 1961 года она производила отнюдь не газонокосилки. Все началось в 1912 году в Портленде, где братья Джордж и Луис Герлингеры управляли дилерским центром, в котором продавались как легковые, так и грузовые автомобили. Но уже в 1914-м братья построили грузовик собственной конструкции с рядным шестицилиндровым двигателем мощностью в 78 лошадиных сил и стальным каркасом кабины вместо традиционного деревянного. Модель назвали Ger-6. Первые 3 буквы фамилии и 6, то есть 6, это количество цилиндров двигателя. И на удивление, эта модель тут же обрела популярность среди лесозаготовителей на северо-западе. Крайне выносливое шасси и внушительная по тем временам отдача мотора незамедлительно приглянулись тем, кому требовалась heavy-duty техника. Надежная, неприхотливая и способная выдерживать внушительные нагрузки. 2 годами позже компания переехала в Такому. К сожалению, а может быть и к счастью, контора обанкротилась уже в 1917-м и была выставлена на продажу. Ее тут же приобрел Уортингтон в складчину со своим компаньоном Фредериком Кентом. Чтобы оставить своему бизнесу хоть какую-то узнаваемость, они решили не менять название Ger-6. Позже Фредерик ушел из бизнеса, а его место занял Кент-младший, Гарри. В 1922 году компания выпустила 53 грузовика. Сегодня подобные цифры выглядят смехотворно, однако тогда этого оказалось достаточно, чтобы не просто держаться на плаву, но и инвестировать в развитие компании. Под развитием подразумевалась смена названия на Kenworth по первым буквам фамилий компаньонов и переезд производства в Сиэтл. В отличие от распространенной в легковом сегменте практики, где все построено по принципу конвейерной сборочной линии, машины Kenworth собирались по одной. С одной стороны, это увеличивало объем ручного труда и растягивало процесс во времени. С другой, позволяло строить технику под конкретного заказчика. К слову, эта услуга доступна и сейчас. Еще до начала 30-х компания приступила к производству автобусов, в том числе двухуровневых. А в 1928 был построен первый и единственный легковой автомобиль Kenworth специально для дорожной службы Сиэтла. Естественно, Великая депрессия, грянувшая с приходом 30-х, не могла не отразиться на бизнесе Kenworth. Число невозвратных кредитов выросло, спрос упал. И, как и многим игрокам в различных отраслях, компании приходилось буквально выживать, адаптируясь к новым экономическим реалиям. Для начала компания освоила выпуск пожарных машин, а уже в 1933 году она полностью отказалась от бензиновых двигателей в пользу дизельных. Решение было в первую очередь оправдано стоимостью топлива. Солярка тогда была втрое дешевле бензина. В том же году на грузовиках Kenworth появилась опциональная кабина, оборудованная спальным местом. Да-да, за океаном уже в 30-х думали о каком-никаком комфорте водителя. Такой вот беспощадный в отношении простых рабочих капитализм.
К концу 30-х экономическая ситуация в Штатах более-менее стабилизировалась, и в 1940-м тираж выпущенных машин составил 226 единиц. Однако спустя год, как и большинству гражданских производств, на время Второй мировой войны компании Kenworth пришлось перейти на военные рельсы, наладив выпуск эвакуаторов М1 для нужд армии. Всего до 1945 года было выпущено 1930 таких машин, и для этого понадобилось отойти от сборки, привязанной к отдельному шасси, на полноценные сборочные линии. Благо, требования к М1 оставались идентичными от экземпляра к экземпляру. В 1945 году Kenworth вошел в состав компании Pacific Car and Foundry. Впоследствии эта фирма была переименована в Packard Incorporated и также стала владелицей другого знаменитого бренда – Peterbilt. К середине 50-х, таким образом, Kenworth и Peterbilt начали работать под одной крышей. Но прежде чем это произошло, Kenworth успел представить новейшую серию бескапотных грузовиков, обозначенную индексом 500. Из-за характерной формы кабины эти машины получили прозвище Bull Nose, то есть бычий нос. В самом начале 50-х линейка грузовиков Kenworth состояла уже более чем из 30 различных моделей, в том числе в нее входила 888-я, относившаяся к классу Super Heavy Duty с максимально допустимой массой в 100 тысяч фунтов или 45 359 килограмм. Также по заказу арабско-американской нефтяной компании в 1951 году был спроектирован и запущен в производство супертяжелый тягач Model 853, совокупный тираж которого составил 1700 экземпляров. А в 1958 в линейке появился настоящий титан – Kenworth 953 с мотором на 500 сил и максимальной грузоподъемностью в 50 тонн. Эта модель была заменена на более свежую 963-ю, способную принять на борт все 84 тонны, лишь в 2005 году. Но вернемся в 50-е, а именно в 56-й, когда была представлена новейшая серия тяжелых капотных тягачей Kenworth 900. Эта модель относилась к 8-му классу грузоподъемности с максимально допустимой массой от 30 до 80 тысяч фунтов, то есть примерно от 15 до 36 тысяч килограмм. Капот-бабочка на 900-й серии состоял из двух створок, каждая из которых откидывалась в сторону относительно продольной линии рамы. Однако опционально уже тогда предлагался и стеклопластиковый капот, выполненный единым элементом. Конечно, это несколько снижало вес всей конструкции, но в формате полноразмерного грузовика экономия была незначительной. Главное, что подобное решение существенно упрощало доступ к двигателю и прочим механизмам, скрывающимся под капотом. Именно Kenworth 900 лег в основу обновленной линейки капотников 61-го модельного года, обозначенной индексом W900. Буква W в нем появилась в честь мистера Эдгара Уортингтона, одного из основателей компании. Про Кента тоже не забыли. В честь него была названа другая новая модель – тяжелый бескапотник K100. W900 был не просто редизайном предыдущей модели 900 серии. Он стал ее полноценной заменой и следующей вехой в истории компании. Среди основных изменений в конструкции стоит отметить новую кабину с увеличенной высотой крыши, а также увеличенный объем радиатора для оптимального охлаждения. Фары головного света остались на крыльях, но были интегрированы в них, а откидывающийся стеклопластиковый капот стал частью стандартного оснащения. Также из стеклопластика была выполнена и верхняя панель крыши. В 1962 году компания отпраздновала очередной своеобразный юбилей. 25-тысячный по счету автомобиль сошел с конвейеров. С востребованностью машин проблемы отсутствовали в принципе, и в 1964 был открыт новый завод в Канзас-Сити. Этот завод сразу же установил рекорд Kenworth по выпуску, в первый же год собрав больше 2000 единиц. Цеха функционировали вплоть до 1986 года, и на протяжении долгого времени именно эти мощности оставались самыми масштабными.
Тем временем обновление модельного ряда W900 созрело уже в 65-м, и коснулось оно в первую очередь экстерьера и набора опций для водителя. Капот грузовика был удлинен на несколько дюймов, чтобы разместить более объемные двигатели, а также массивные радиаторы. Но агрегатная база по сути осталась неизменной. Новая модель получила обозначение W900A. Здесь стоит коснуться непосредственно двигателей. С этим делом в американском грузовом сегменте все довольно скучно. По сути, есть три основных производителя дизельных установок на континенте: Detroit Diesel, Cummins и Caterpillar, а также три компании, выпускающие соответствующие коробки передач: Spicer, Fuller, позже Eaton Fuller и Packard. Клиент мог заказать любой двигатель в соответствии с собственными потребностями. Отдача же моторов на тяжелом топливе варьировалась от совсем скромных 180 до в чем-то даже избыточных 625 лошадиных сил. Конфигурацию трансмиссии также можно было подобрать под свои нужды, как по количеству ступеней, так и по передаточным числам в главных парах. То есть опций, касающихся только силовой установки, было столько, что можно было проехать полстраны и так и не встретить машину с аналогичной спецификацией. В ходе обновления серии W900A в 1972 году увеличилась площадь дверных окон для лучшей обзорности, а ручки переехали в нижнюю часть дверей, что облегчило доступ в кабину. 2 годами позже появилась возможность заказать флэт-топ спальник с плоской крышей и длиной в 60 дюймов, то есть 152 сантиметра. А в 1976 году Kenworth представил Aerodyne Sleeper Cab – первый заводской спальник с высокой крышей и дополнительными окнами, расположенными над кабиной. Новая концепция позволяла вставать в жилом отсеке в полный рост, и при этом увеличенный внутренний объем, благодаря обтекаемой форме верхней части крыши, положительно сказался на аэродинамике, а соответственно и на топливной эффективности. Модель W900A выпускалась до 1982 года, после чего ей на смену пришла W900B. Новые прямоугольные фары стали основным визуальным отличием от предшественника, хотя опционально были доступны и классические круглые. Также высота линии капота W900B вновь увеличилась для более эффективного охлаждения. Для этого кабина была приподнята относительно рамы. Другим важным нововведением на W900B стали модульные электрические компоненты, позволяющие оптимизировать производственный процесс для создания конкретных комплектаций. В 1985-м для заинтересованной общественности была представлена новая капотная модель T600, круто поменявшая представление об облике грузовиков на рынке. Коэффициент лобового сопротивления снизился практически в половину, если верить рекламным брошюрам. Для этого потребовались десятки часов, проведенных в аэродинамической трубе Вашингтонского университета. В итоге совершенно новая кабина позволила повысить экономичность на 20% в сравнении с W900B, и это было огромным конкурентным преимуществом в условиях вечно дорожающего углеводородного топлива. На новинку пришлось 40% общих продаж компании, однако старая добрая 900-я серия никуда не делась с конвейера, и именно она оставалась основной. В 1987-м стартовали продажи тягача W900S, предназначенного для тяжелых условий эксплуатации и получившего наклонный капот. W900S в первую очередь проектировался с учетом новых стандартов по выбросам. Но несмотря на то, что техническая начинка и дизайн этого грузовика уже были впечатляющими для своего времени, в 1990-м вышел новейший W900L с удлиненным на 10 дюймов капотом. Изначально такое решение было использовано на лимитированной серии грузовиков, выпущенной после премьеры фильма «Лицензия на убийство» с Тимоти Далтоном, исполнившим роль Джеймса Бонда. Специздание 007 Limited Edition с удлиненным капотом и улучшенным оснащением кабины, в которое дополнительно вошел телевизор с ВХС-проигрывателем, а также CD-плеер с 300-ваттной стереосистемой, оказалось чрезвычайно популярным у покупателей, и поэтому все это было предложено на новейшей комплектации тягача W900L с общей длиной кабины в 130 дюймов или 330 сантиметров без учета спальника. Комплектация была введена в линейку грузовиков 900 серии в качестве флагмана. Максимальная длина доступного для заказа спальника достигла 86 дюймов, то есть 218 сантиметров,
А опционально машину можно было доукомплектовать по последнему слову техники. Телевизор, видеомагнитофон, стереосистема с CD-проигрывателем, холодильник и прочие бытовые удобства. Столь огромных слиперов на тот момент не предлагал с завода ни один производитель грузовиков в Америке, а соответственно и в мире. Столь богатое оснащение сделало W900L крайне популярным среди частников, которые покупали грузовик для личного пользования. А экономия на комфорте себя любимого – это вовсе не то, о чем стоит думать при условии, что водитель вынужден проводить в дороге большую часть жизни. Вместе с Peterbilt 379 и International 9300 модель W900 с литерой L стала одной из самых популярных на дорогах Нового Света и остается таковой по сей день среди почитателей старой школы и классических форм. Однако даже несмотря на современную начинку, против аэродинамики не попрешь, и за консерватизм и стиль приходится расплачиваться на каждой автозаправке. Как и любые другие знаковые транспортные средства, тяжелые капотники Kenworth также занимают свое особенное место в американской поп-культуре. W900 с разной степенью вовлеченности появился не менее чем в 5 сотнях полнометражных фильмов и телевизионных проектов. В съемках той же «Лицензии на убийство» 1989 года было задействовано аж 16 900-х Kenworth'ов, 3 из которых оснащались двигателями мощностью по 1000 лошадей каждый. И эти машины вытворяли на съемочных площадках и, соответственно, на экране самые настоящие чудеса. Одна, благодаря специальному шасси на шарнирах, встала на дыбы, чтобы прорваться сквозь огненный апокалипсис. Другая, благодаря невероятному мастерству водителя-каскадера, проехала на одном боку вместе с цистерной и очень удачно приземлилась на вражеский джип. И все это вживую, безо всяких компьютерных эффектов. В 2014 году компания Kenworth отметила суммарный тираж в 1 миллион проданных грузовиков, созданных за более чем 90-летнюю историю. К этой памятной дате был приурочен выпуск ограниченной серии Icon 900, отличавшейся от базовой версии огромным количеством хромированных акцентов, а также применением нержавеющей стали везде, куда только может упасть взгляд требовательного почитателя марки. От накладок на крыльях до массивного солнцезащитного козырька, который на удивление органично смотрится даже в наши дни и не выглядит пережитком прошлого. А совсем недавно марка Kenworth отпраздновала свое столетие. За это время компания пережила несколько войн и целый ряд экономических и топливных кризисов. Менялись тенденции в дизайне автомобилей, менялись ценности и уклад жизни. Но грузы продолжали ездить по всей Америке, несмотря ни на что. И грузовики Kenworth год за годом продолжали служить людям верой и правдой. Да, сегодня у компании есть куда более совершенная с точки зрения топливной эффективности модели, чем угловатый W900. Но его популярность говорит сама за себя. Kenworth W900 – это хрестоматийный пример транспортного средства, которое создавалось ради максимально утилитарных целей, а в итоге обрело культовый статус. А для этого недостаточно просто цифр в таблице с техническими характеристиками или же просто удачного дизайна вкупе с красивой легендой. Необходимо признание и искренняя любовь покупателей, которые делают свой выбор не только головой, но и сердцем.